Всем привет. Сегодня у нас расклад «Этого не делай», да, избегать будем роковых ошибок с вами. И прежде чем начать, никуда не хочу вас позвать, ничего предложить не хочу, просто начинаем наш расклад. Единички. Единички. Напомню, что, как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я чего-то не забыл, куда-то не туда не ушел. И первый вопрос, что ты упорно игнорируешь, то, что может тебя погубить. Но знаешь, по картам ты игнорируешь свои денежные проблемы. И при этом страдаешь от разбитого сердца. У тебя долги серьезные. Возможно, кредиты, которые ты набрала, чтобы вот помочь бывшему. Он просил денег там на всякие неотложные нужды, а ты кредиты брала и давала ему, потому что так ты спасала отношения. А сейчас он ушел, а долги остались. И каждый месяц приходят вот эти платежки, да, которые съедают большую часть твоей зарплаты. Ты живешь вот кое-как, не можешь себе позволить там новую одежду и так далее. А банки звонят, банки угрожают, но ты вид делаешь, что все нормально. И еще хуже, ты до сих пор надеешься, что он вернется и поможет расплатиться. Нет. Каждый день ты проверяешь там его соцсеть, ждешь звонка, мечтаешь о встрече. Ты думаешь, что если простишь ему все, да, если не будешь требовать деньги обратно, то он поймет, какая ты хорошая и вернется. Этого не будет. Услышь меня. Он использовал тебя и забыл. А ты тем временем, как говорится, тонешь в долгах и не принимаешь никаких мер. Не ищешь заработок дополнительный, не продаешь там ненужные вещи, не обращаешься в банк, чтобы там как-то смягчили. Ты просто ждешь чуда. Услышь меня, чуда не будет. Какой твой страх внутренний толкает на роковую ошибку? То, что ты боишься потерять контроль над своей жизнью. Ты привыкла все планировать, все контролировать, знать все наперед, что завтра будет. А сейчас твоя жизнь, она развалилась, и ты не знаешь, как ее собрать. И это тебя ужасно пугает. И поэтому ты ведешь себя как ребенок, который убегает от проблем. Вместо того, чтобы там трезво оценить ситуацию, принять какие-нибудь меры, ты прячешься в мечтах о том, что все само наладится. Ты боишься взглянуть правде в глаза. Потому что правда, она страшная. И ты паникуешь от мысли, что придется менять всю свою жизнь. Там новую работу искать, экономить на всем, жить по-другому. Тебе кажется, что это означает признать поражение. Что ты с жизнью не справилась. И твоя гордость, она этого не выдерживает. Поэтому что ты делаешь? Самую глупую вещь делаешь. Ты притворяешься, что проблем нет. Продолжаешь так жить, как будто у тебя деньги есть. Покупаешь кофе в кафе, ездишь там на такси. А долги тем временем растут, как снежный ком. Твой страх потерять лицо, он оборачивается реальным банкротством. Что ты сейчас можешь сделать, чтобы остановить эту ошибку? Я без карт тебе скажу, что ты можешь взять мои колоды, сделать там себе как называется, забыл. Как называется-то, забыл. Вот когда не нужно в налоговую идти, а самозанят, вспомнил. Самозанятый, ты можешь встать на Озоне, взять колоду, продавать, денежки будут.
Мне в личку напишешь, я скажу: вот, девочка продает мои колоды, у тебя будут колоды покупать, потому что колоды хотят, но мало кто хочет их печатать. Понимаешь? Под заказ. Это без карты, я тебе говорю. А по картам что ты сделать можешь все сейчас? Ну, судьба шанс тебе дает, я тебе это и говорю. Сейчас в твоей жизни появится новая возможность. Как в деньгах, так и в чувствах. Мужика я тебе, конечно, не могу дать, но колоды ты можешь взять. И знаешь, чтобы вот схватить шанс, ты должна отпустить прошлое и открыться новому. Во-первых, вот слушай меня внимательно, во-первых, в тебя влюбится новый мужик. Он не будет таким там ярким, харизматичным, как тот вот бывший. Тот, как говорится, жопу рвал, извини меня за выражение, из-за чего? Из-за того, что денежки. А новый, он надежный, он честный, он готов будет тебя поддержать, не прося у тебя денег, как тот баран. Не отталкивай вот этого нового. Только потому, что он там не похож на тот прежний идеал. Дай шанс. Дай себе шанс на новые чувства. Еще тебе могут предложить новую работу с хорошей зарплатой. Это будет, знаешь, неожиданно такое предложение от людей, которых ты почти не знаешь. Не отказывайся из-за страха или из-за сомнений. Не думай, что ты не справишься. Сразу соглашайся, не раздумывая. Это твой билетик будет в новую жизнь. Новая работа тебе даст деньги, чтобы с этими долгами расплатиться. Новый мужик тебе даст поддержку эмоциональную, чтобы забыть вот эту старую боль. Но, солнышко, послушай меня. Ты должна быть открыта к переменам. Ты должна поверить, что ты заслуживаешь лучшего, а не того барана, извини меня за выражение. Мне вопрос задали, почему ты на мужиков ругаешься? Знаете, когда Аня ушла, и вы для меня стали ей, я вас хочу оберегать, но в другой момент, в другим, как говорится, полушарием мозга, да, я понимаю, что, как сказать, что я должен быть непредвзят. А я вечно на этих мужиков срываюсь. Ну, баран он и есть баран. А что поделай, жить-то дальше надо. Вот что сидеть, грустить, слезами горя не поможешь. Понимаешь? Поэтому будь открыта к переменам. Какой урок ты вынесешь? Тут мне даже кажется, что трактовать не нужно. Когда ты со всем вот этим справишься, ты лидером своей жизни станешь. Вот прям вот, как сказать, хозяйкой своей жизни. Ты поймешь, что любые проблемы сможешь потом решить, преодолевать любые вот эти трудности. Что ты сильнее, чем ты думала. Что в тебе есть воля железная, которую ты вот сейчас не замечаешь. Понимаешь? У тебя четкое видение своего будущего появится. Ты перестанешь метаться между вот этими вариантами и будешь знать, чего точно хочешь. Поставишь конкретные цели и будешь вот к ним идти. Твоя жизнь смысл обретет, направление. Сейчас направления никакого нет. Сейчас у тебя одно направление — сидеть, грустить, а на людях делать вид, что все хорошо. И ты научишься верить в настоящее лучшее. Сейчас ты живешь в страхе, что все будет плохо. А после преодоления вот этого кризиса, да, ты поймешь, что все трудности, они временны. Что после темной полосы всегда светлая. Что Вселенная тебя любит и дает то, что тебе нужно. Понимаешь? И самое главное, хоть сейчас ты и не поверишь мне, ты станешь источником вдохновения для других. Люди к тебе будут приходить, потому что ты хорошая, что ты справилась с безнадежной ситуацией, за советом будут приходить. Понимаешь? Из твоей вот этой ямы сейчас сложно выбраться, но возможно. Понимаешь? И в будущем ты поймешь, что все твои страдания, они были не зря. Они сделают тебя вот мудрее, если вот
без всякого эфемерного мудрее ты станешь богатый как минимум. Ну, не сильно там, не миллиардером, но хотя бы лишние там копеечки будут на платьишко. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, чтобы меня не потерять. А мы переходим ко второму варианту. Двоечки. Как всегда напомню, передо мной бумажка с вопросами. И первый вопрос, что ты игнорируешь упорно. То, что тебя погубить может. Тут понятно, без трактовки. Ты просто без дела висишь и ждешь, что какой-то счастливый случай, какие-то другие люди решат твои проблемы. Эфемерные какие-то. Блин, я это эфемерный прям люблю слово. У тебя есть проект, задумка, который нужно довести до конца. Есть люди, которые готовы с тобой работать. Все ждут от тебя активных действий. Все ждут от тебя планов, решений и так далее. А ты сидишь и думаешь, сейчас кто-нибудь что-нибудь предложит. Ты стала пассивной участницей жизни своей. Там, если совещание есть, молчишь. Общение есть, молчишь, когда высказать мнение свое нужно. В чатах тоже не пишешь, хотя у тебя идеи есть. Коллеги спрашивают тебя, ты там, мне все равно, сами решайте. Ты превратилась в мебель. Вот в мебель, которая просто есть. А тебя уже начали игнорировать. Тебя видят, что ты там не участвуешь в общей работе, да, там вклад не носишь, не берешь ответственность. Постепенно они перестают тебя спрашивать, перестают учитывать твое мнение. Ты становишься лишней в собственном проекте. И самое страшное, скоро тебя вообще исключат из команды. Просто руководство заметит, что без твоего участия все хорошо идет. Другие всю работу делают, а ты, как говорится, только числишься, да? Но тебя, соответственно, переведут на другую позицию, либо вообще уволят. Ты потеряешь не только работу, но и уважение коллег. Не будь пассивной участницей своей жизни. Это твоя жизнь. Какой внутренний страх толкает тебя на роковую ошибку? Ты боишься быть медленной. Боишься быть неуклюжей на фоне других там быстрых, решительных людей. Вокруг тебя очень много этих энергичных коллег, которые быстро решения принимают, бегают туда-сюда, на себя ответственность берут, проекты ведут, а ты чувствуешь себя тормозом рядом с ними. Тебе кажется, что если ты инициативу возьмешь в свои руки, то все увидит, какая ты на самом деле там медленная, неопытная и так далее. Думаешь, что ты там долго думать будешь над простыми вопросами, пока другие уже, как говорится, убежали вперед. И ты боишься, что ты подведешь всех своей нерасторопностью. Ты лидером боишься стать. Ты думаешь, что лидер должен быть супербыстрым, суперумным, а ты себя такой не считаешь. И тебе кажется, что лидеры настоящие, они там никогда не сомневаются, никогда не ошибаются, всегда, как говорится, правильный ответ знают. И ты не готова к такой ответственности. Поэтому ты выбрала роль какую? Тихоня, которая сидит в сторонке и не отсвечивает. Думаешь, что так безопасней, да? Никто так не увидит твоих недостатков и никто критиковать не будет. Нет. На самом деле эта позиция еще опаснее. Потому что незаметных людей просто выбрасывают, когда они становятся ненужными. Балластом. Что ты можешь сделать прямо
Да что ж такое заговорил, чтобы ошибку остановить? Мучить себя страхами прекрати, контроль в свои руки возьми. Что тут трактовать еще? Ты лежишь, там прокручиваешь в голове, сидишь, прокручиваешь в голове там сценарии, как все не так пойдет, когда ты за что-то возьмешься. Как тебя уволят, как коллеги смеяться будут, как ты опозоришься. Может, хватит уже? Завтра же пойди на работу, там, к руководителю, скажи, я готова взяться там за этот проект, например. Не жди, пока тебя попросят. Не надейся, что сам кто-то догадается какими-то там эфемерными мыслями дать тебе там больше полномочий, дать тебе там это и это и это. Просто подойди и заяви о своих намерениях. Потом составь план действий и представь его там на работе. Не импровизируй, не надейся на авось. Вот сядь и подумай, да? Распиши по пунктам, что нужно сделать, какие сроки. Покажи всем, что ты не просто в воздухе висишь, а реально думаешь о результате. И самое главное, решение принимать начни уже. Не спрашивай у всех подряд мнения по каждой мелочи. Не жди какого-то там компромисса по каким-нибудь вопросам. Выбери направление и веди туда всех. Согласен с тобой. Страшно ошибиться. Да, ты можешь ошибиться, но лучше ошибиться, чем вообще ничего не делать. Какой урок вынесешь, если исправишь это? Интуицию свою начнешь слушать и себе доверять. Сейчас, вот сейчас, ты постоянно подтверждение своей там нужности, ненужности, правильности у других людей ищешь. Мнение спрашиваешь, а ждешь там одобрения какое-то. Боишься шаг сделать без чужого разрешения. А когда ответственность возьмешь, то ты поймешь, ты сама знаешь, что правильно, а что неправильно. И научишься вот находить вот этот баланс между осторожностью и между решительностью. Сейчас у тебя как? Ты либо вообще ничего не делаешь, либо паникуешь и мечешься, бегаешь. А нужна золотая середина. Думать, но не слишком долго. Планировать, но не месяцами, не до бесконечности. Рисковать, но там разумно рисковать. И поймешь, что лидерство — это же не про скорость, это про ответственность. Не нужно быть самый быстрый и самый умный, чтобы быть лидером. Нужно просто брать на себя решение и отвечать за результат. И сама поймешь, что ты умеешь гораздо лучше, чем ты думала, все делать. И самое важное, ты, конечно, перестанешь бояться мнения других людей. Ты поймешь, что большинство людей вообще не думают о тебе. Они своими делами заняты, своими проблемами. И то, что тебе укажется там ужасно важным, для них вообще может не иметь значения. Это свобода от чужих оценок, она изменит всю твою жизнь. Главное — начать, а не тихо мышкой серой сидеть в стороне. Обязательно подпишись на канал, чтобы меня не потерять. И жмякни на колокольчик. Ну а мы перейдем к третьему варианту. Троечки-затейницы. Как всегда, напомню, передо мной бумажка с вопросами. Колоду вы эту можете распечатать, взять макет на Бусти. Ссылки в описании к видео в закрепленном комментарии. Итак, что упорно игнорируешь и что тебя может погубить? Вот по картам ты грандиозные планы на будущее строишь. Но ты игнорируешь ежедневную рутину.
То есть, давай по-другому объясню. У тебя в голове красивая картинка, да, там собственный бизнес, миллионы зарабатываешь, финансовая независимость от всех, успех. Ты уже видишь себя успешной бизнес-леди. Там планируешь, как зарабатывать миллионы будешь. Но при этом ты ленишься делать мелкие скучные дела каждый день. Ты думаешь, что успех, он сам по себе придет. Что нужно только правильно все распланировать. А мелочи типа отчетность, поиск клиентов, новым там навыкам обучаться, еще что-то. Это ерунда, которой якобы потом займешься. Ты ждешь того момента, когда заведется твой бизнес, да, и тогда уж ты точно будешь пахать. Но это же самообман. Пока ты мечтаешь про большой успешный успех, твои конкуренты каждый день маленькие шажочки делают. Они рынок изучают, там связи налаживают, свои там навыки какие-то улучшают. А ты на месте топчешься, потому что ты считаешь, это все недостойно твоих амбиций. И самое страшное, ты не видишь, что время уходит. Каждый день промедления, он тебя отдаляет от цели. Ты думаешь, что завтра я начну по-настоящему работать. А твое завтра, оно никогда не наступает. Все время только сегодня. И тем временем возможности ускользают, там рынок меняется, да, конкуренты уходят вперед. Какой страх внутренний толкает тебя на эту роковую ошибку? Неопытной дурочкой боишься показаться. Ну, а как я тебе по-другому скажу? Ты видишь вокруг куча людей, да? Они добились успеха в бизнесе. И тебе кажется, что ты по сравнению с ними полный ноль. Что ты ничего не знаешь, ничего не умеешь, что тебе, как говорится, рано еще заниматься серьезными делами. И поэтому ты живешь в мире иллюзий. Вместо того, чтобы там начать учиться, начать работать, ты придумываешь себе 100 разных вариантов успеха. То ты хочешь кафе открыть, то заняться каким-нибудь там онлайн-бизнесом, то запустить интернет-магазин. У тебя в голове куча красивых картинок, но ты ни одну из них не воплощаешь. У тебя все завтра. Самое главное, мечтами жить. Ты боишься выбрать что-то одно, потому что ты думаешь, а вдруг я ошибусь, а вдруг в то другое будет намного лучше. Вдруг вообще вариант какой-то получше есть. А вдруг я не справлюсь. И поэтому что ты делаешь? От одной идеи бежишь к другой и ни во что не углубляешься серьезно. Ты информацию собираешь, смотришь там, возможно, ролики какие-нибудь обучающие, читаешь книжки, статьи, но ты ничего не делаешь, не действуешь. А время летит. И пока ты выбираешь между разными мечтами, другие люди уже денежки зарабатывают. Они делают ошибки, они учатся, они исправляют свои ошибки и дальше идут. А ты сидишь в позе мыслителя и решаешь, с чего бы начать. Твой страх совершить неправильный выбор, он полностью тебя парализует. Ты вообще ничего не делаешь. Что ты сможешь сделать прямо сейчас, чтобы остановить эту ошибку? А тут все просто. Тут даже трактовать не нужно. Прекрати мечтать, начинай действовать. Вот все. Твоя дорожка к счастью, она состоит там из нескольких слов. Прекрати мечтать, начинай действовать. Сегодня, не завтра. Нет, завтра уже поздно. Завтра ты уже опоздала. Сегодня сядь, трезво оцени свои возможности. Там, сколько денег, сколько времени, сколько знаний. Не приукрашивай и не преуменьшай. Просто честно посмотри на факты. И исходя из этого, одно дело выбери. Не 2, не 3, не 50. Одно дело, которое ты можешь начать прямо сейчас. Не завтра. Завтра, считай, опоздала. Все, завтрашние деньги, они ускакали, все. А потом начинай. Вот когда ты сядешь, выберешь одно. Как сумасшедшая работать начинай. Каждый день делай что-то для своего проекта. Там, пусть по чуть-чуть, пусть там с ошибками, но каждый день.
Не жди идеального завтрашнего дня, идеальных условий 1 числа или там идеальных знаний. Начинай с тем, что есть, и улучшай по ходу дела. Но знаешь, из 1000 человек прислушаются к этому только 1. Вот честно. Давай честно смотреть правде в глаза. Ты послушаешь этот расклад, ты напишешь, возможно, да, дед, точно, да. И завтра ничего не изменится, и сегодня ничего не изменится. Да, дед, точно. У тебя, знаешь, в крови нехватка. Знаешь, есть такое лекарство крапивон-папапон. Вот крапивон-папапон тебе нужно принимать 3 раза в день. Перестань распыляться на 100 разных направлений у себя в голове. Сконцентрируйся на одном и хоть одно начни делать. Выбрось из головы все остальные варианты. Не читай про другие виды бизнеса, не смотри, что другие делают. Просто работай над своим проектом и ни на что не отвлекайся. И самое главное, быстро действуй. Не трать месяцы на какие-нибудь там планирования. Максимум недель на подготовку и вперед. Лучше запустить несовершенный проект сегодня, чем идеальный через год. Потому что за год рынок изменится, конкуренты вперед уйдут. А ты снова останешься с красивыми планами на бумаге или в голове. Какой урок ты вынесешь, если исправишь это все? Но ты действовать начнешь. Ты поймешь, что ты всего достичь можешь, что вот эта вот эфемерная херня у тебя в голове — это просто херня, и надо было действовать еще вчера. У тебя все необходимое есть. Ты умная, ты целеустремленная, ты способная. Просто раньше ты поймешь, что ты тратила энергию не на то. Мечтала вместо того, чтобы делать. Завтра, дед. Я завтра брошу курить. Я завтра начну бизнес. Я завтра об этом подумаю. А завтра не наступит. Понимаешь? Тебе успех, он, знаешь, не придет за месяц или даже за год. Нет, это долгий процесс. Где нужно терпение, где нужно постоянство. А ты же хочешь как? Я сегодня начну, а завтра с утра я деньги получу. Не будет так. Никогда не будет. Ты просто в будущем потом поймешь, что нет смысла там хотеть все сразу. Нужно работать над одним, шаг за шагом, двигаясь к цели. И какой урок ты вынесешь, ты все под другим углом увидишь. То, что раньше тебе казалось препятствием, это будет возможностью. То, что пугало, это будет вызовом. Ты поймешь, что нет безвыходных ситуаций, есть только разные способы решения этих проблем. И самое главное, ты поймешь, что настоящее вот это душевное удовлетворение приносит не результат, а сам процесс. Не момент получения денег, да, а ежедневная работа над своим проектом, над своим дитятком. Понимаешь? Не признание окружающих, а вот именно внутреннее ощущение. То, что ты делаешь, то, что ты должна. Ты научишься радость от самого процесса получать, а не только от его плодов. Понимаешь? Поэтому действовать нужно сегодня. Завтра никогда не наступит.